Я всех приветствую. Итак, расскажу вам об, я бы так сказал, универсальном рюкзаке для похода. Рюкзак рассчитан на 80 литров. То есть расскажу, какой рюкзак брать в поход, как его выбирать и что сделать так, чтобы не ошибиться в выборе. Я с ним недавно пришел с похода, поэтому буду из него все доставать и буду вам потихоньку все рассказывать. Начну издалека. Так, когда вы покупаете рюкзак, первым делом определяйте на качество товара. Из какого материала он сделан. Рюкзак для походов должен быть водонепроницаемым. Далее, смотрите на замки. Не стесняйтесь, открывайте их по 20 раз, закрывайте их по 20 раз. То есть замки должны быть хорошими, хорошо открываться и хорошо закрываться, без каких-либо проблем. Потому что на некоторых дешевых рюкзаках используют дешевый материал, и подкладка попадает всегда внутренняя под замок. И просто-напросто вы можете его вырвать. То есть материал должен быть качественным, подкладка с обратной стороны должна быть качественной. И рюкзак должен быть водонепроницаем. Вода не должна в него попадать. Но бывают случаи, когда рюкзак очень хороший, но без пропитки и водопроницаем. Вода может попасть внутрь рюкзака. В этом случае продаются специальные накидки на рюкзаки. Такие полиэтиленовые, они одеваются и очень хорошо используются. То есть замки. Если замки хорошие, материал качественный и хороший, то в принципе уже полдела сделано. Далее, сетка. У каждого рюкзака должна быть сетка. Вот потихонечку буду все доставать, что у меня в карманах. Так, мелочь всякая. Сетка. Сетки, в принципе, у рюкзаков все прочные. Только я хожу с рюкзаком, никаких дырок, потертостей у них не было замечено. Сюда складываются всевозможные мелочь на автобусы, какие-то мелкие расходные материалы. Очень удобная сетка. Далее, карманы. Чем больше карманов, тем лучше. То есть карманы должны быть достаточно объемными. Карманы должны быть достаточно объемными. То есть вы в него должны положить много всего и разного, всякой мелочи. То есть карманы должны быть. Данный рюкзак, как я говорил, на 80 литров. Здесь у меня два кармана. Один карман и вот второй карман. Заодно все отсюда вытащу. Лопатка. Возможные приспособления, запасные батарейки, то есть возможная мелочь, изолента, спички, батарейка, как я говорил, спички, в общем, всевозможная мелочь. Вот всякая мелочь. Да, этот рюкзак я использую для металлопоиска. Копаю, хожу, вот заход был. У меня крайний пришел позавчера. 10 фенингов, похвастаюсь. 5 копеек. Осколки от гранат и значок ЛКСМ. 41 года. То есть рюкзак используется на полную. То есть и в походы хожу, и клады копаю. То есть в этом отношении очень удобно. Именно 80 литров является самым универсальным рюкзаком. Даже песок. Для пляжа. Так. С карманами все ясно, с материалом нет. Так, замки. Далее. Про карманы. Чем больше карманов, тем лучше. Обязательно в рюкзаке в верхней части должен быть еще один карман. Вот он открывается. Сюда можно складывать. Я сюда в основном складываю запасные батарейки, всякие компас. То есть то, что нужно над головой. То есть такие вещи, документы и всякие мелкие вещи. То, что нужно непосредственно, карты. То есть такие вещи, которые меньше всего должны подвергаться воздействию окружающей среды. Именно сверху. Да, когда идете в поход, рекомендую брать с собой пустырник.
нужно, если за день вы набегаетесь, пустырником безобидной трава, если за день вы набегаетесь, не сможете уснуть, 1-2 таблетки пустырника и спите как убитый. Так, что не хватает в этих рюкзаках, и я, наверное, это доделаю в свое время. Сейчас я вам покажу. Так, это обыкновенный бытовой рюкзак, называется городской. Вот здесь мне что нравится, в нем это вот такие карабинчики. Вот это недостаток этого рюкзака, но я сюда закажу, мне его пришьют. То есть берется фала и карабин. Для ключей, исключительно для ключей. Можно сделать 2 карабина. Один для ключа, другой для фонарика. То есть это 2 вещи, которые необходимы всегда. Без ключа не попадете в дом, без фонарика тяжело, темное время суток. Это обыкновенный бытовой городской рюкзак. Далее, про карманы сказал. По внутреннему наполнению. Рюкзак должен быть внутри, конечно, объемным. В него должно влезать все. Когда вы покупаете рюкзак, вы должны знать, что вы туда положите. Туда я кладу много чего. И большое, и длинное. Все достаем. Так, и хрупкое и бьющееся. В общем, все. Что мы сюда? В общем, 80 литров это достаточно. Вот я с ним хожу весна-осень, упаковываю его полностью. Тут и обувь, тут и зимняя какая-то одежда, и все. На 80 литров, в принципе, на одного человека в зимнее время, весна-осень, превосходно, с теплыми вещами. Палатка носится отдельно, кстати. Рюкзак на не кладется. В летнее время 80 литров хватает на 2 человек, чтобы положить вещи. Так, но это еще не все. Так, закладка рюкзака должна производиться с 2 мест. Сверху, как вы видите, сверху. И желательно, чтобы еще, не желательно, в принципе, обязательно, чтобы еще был подход снизу. Я вот тут его завязал, чтобы случайно не распутался. Сейчас минутку. Вот. И есть еще нижний подход. Вот. То есть 2 подхода. Чего здесь только нет у меня. Это универсальная моя пробка. Что я с ней делаю? Я уже показывал в одном из своих видео. Спаиваются 2 пробки, проделывается отверстие, и получается и воронка тебе, и фильтр, и все что угодно. Удобное приспособление. Так, для чего 2 входа? То есть, если вам нужно заложить какие-то вещи сверху снизу, то можете использовать 2 кармана. Также можно нижний карман застегнуть. Если у вас нет каких-то больших габаритных вещей, то получается отдельный раздел для каких-то вещей. То есть разделение. Очень удобно. Разделение. Но это еще не все. То, что я вам сказал, это очень важно, очень главное. Но это еще не все. Так, в больших рюкзаках что должно быть? Когда вы несете большой рюкзак, спина должна быть жесткой. То есть ничто не должно бить вам по спине. Не должно быть никаких изгибов, перегибов, остеохондрозов и прочих вещей. За счет чего это достигается? В задней части спины должны проходить стальные пластины. Обязательно. Во многих интернет-магазинах предлагают рюкзаки, говорят там армейские, какие там спецназовские, какие угодно. И к вам приходит рюкзак, во всех, хочу сказать, который можно сложить вот таким вот образом. То есть здесь, это бытовой рюкзак, здесь стальной пластины нет. То есть она будет у вас ходить как угодно, то есть биться по спине, то есть жесткости в спине не будет. В этом рюкзаке, как вы видите, согнуть я его не могу. За счет чего? За счет того, вот здесь, вот они эти пластины, сейчас я вам покажу. Вот. Вот она проходит,
прошита. Вот у нас стальная пластина. Вот. Вот стальная пластина. Она идет через всю спину рюкзака. Прошита и очень удобно. То есть она не дает спине сгибаться. Очень удобно. Очень универсально. Заберем ее. Все. Вот она. Далее. Рюкзак должен быть не прошит полностью, а находиться везде с замками. То есть в случае необходимости вы можете из рюкзака что угодно достать, нужно прокладки, произвести ремонт. Далее в глубине там еще находится один карман. О, еще один карман. Там еще находится один карман. Внутри и в глубине. То есть это для каких-то вещей для разделения. В принципе, во всех рюкзаках существует, показывать я не буду. Что я вам рекомендую? Рекомендую взять вот такие вот, сделать подстилки из спененного полистирола. Продается в любом строительном магазине. Это подстилки уже лет 6, наверное, у нее все порвалось. Буду, наверное, сегодня-завтра менять их. Такие обыкновенные подстилки. То есть ее кладете внутри в карман. То есть если где-то вы на переезде, в походе вам нужно посидеть, вы можете просто их достать. Они легкие и очень удобные, комфортные. Сохраняют хорошо тепло. Далее. Что должно быть еще в рюкзаке в обязательном порядке? Это, конечно, всевозможные внешние подвески. То есть всевозможные петли, ремни. То, что можно повесить на рюкзак снаружи. То есть это, конечно, должна быть ручка. Ручка должна быть обязательно. Ручка должна быть всегда на всех рюкзаках. В принципе, она везде присутствует. То есть, если где-то вы заходите в общественный транспорт, если где-то что-то надо перенести, не на плечах, а в руке, это должна быть ручка. Вот она, ручка обязательно. Смотрите, чтобы она была. Далее. Петля должна быть обязательно быть сзади. То есть, ее можно будет переносить вдвоем, сюда можно что угодно цеплять, то есть тоже для транспортировки или что-либо крепить. Обязательно, если рюкзак у вас действительно большой, на 80 литров, должны быть ремни для подтягивания лямок. Ремни должны быть достаточно длинные, чтобы вы, одев рюкзак, могли спокойно ее подтянуть. То есть одеваете и подтягиваете, чтобы спина ровно легала на рюкзак. Далее, что еще должно быть? Должен быть грудной ремень. Обязательно застегиваться и тоже обязательно регулироваться. Потому что если вы ходите где-то по пересеченной местности или по лесу, чтобы рюкзак у вас не болтался и не бил по спине, а плотно прилегал, то должен быть грудной ремень. Это обязательно. Про поясной ремень я вам уже рассказывал. Он также должен быть. Далее. Еще что. Обращайте внимание на вентиляцию спины. То есть здесь она, в принципе, сделана примитивно. Но сколько я с ним хожу, спина, в принципе, не потеет. То есть должен быть небольшой выступ из мягкого материала и должна быть вентиляция. Хоть какая, но должна быть. Еще внешние подвески на рюкзаке я бы отнес крепления, которые обеспечивают расположение необходимых вам элементов, всяких ковриков, каких-то других вещей, полотенец, одеял на ремнях на внешней подвеске. На этом рюкзаке представлены только горизонтальные крепления здесь. Можно вставлять любое изделие. Сейчас на этом остановлюсь. Вот оно. И сами ремни, которые крепят верх рюкзака к низу. Сюда можно вставлять любой предмет, любое одеяло, оно у вас не выпадет. Итак, поговорим о верхнем креплении. В принципе, оно может быть и внизу находиться, и наверху, где угодно. Вот оно само крепление. То есть сюда берется любой элемент. Сюда в основном укладываются всевозможные коврики, одеяла, ну или какие-либо другие мягкие вещи. Вот. Сюда, в принципе, вставляется все, что вам будет угодно. Что лучше использовать? В
качестве коврика. Самый проверенный способ — это стеклянный полистирол. Он продается в рулонах по 1,20 м. Вот здесь ровно 60 сантиметров. Вот это 60 сантиметров. То есть берется рулон 2 метра длиной и режется пополам. То есть на одного человека ширина 60 метров, ширины 60 сантиметров практически достаточно. Ее можно укладывать в палатку, его можно укладывать на мокрый песок, грунт, куда угодно. Цена этого материала 3 копейки, но комфорт он вам создаст достаточно хороший. То есть, вот у меня здесь куски остались небольшие. Потому что у меня вот он, практически здесь вот почти, здесь не 2 метра, где-то 1,60 м. Все равно это вот у меня оставшиеся куски. Надо будет, ну, вот сегодня я уже дохожу, там у меня еще лежат. На следующий... Сейчас. А на следующий сезон я, наверное, уже буду прикупать новый комплект. То есть, чтобы не укладывать в рюкзак, не тратить объем и место, он просто-напросто укладывается на внешнюю подвеску. Таким вот образом берется и крепится. Это я показываю условно, можете делать как угодно. Вот таким вот. Можете спокойно носить, никуда он у вас не денется. Также на примере второго куска покажу вам, что можно крепить и на обыкновенных ремнях, которые крепят сверху рюкзака к низу. На этих ремнях тоже сюда можно вставлять любое одеяло, любой материал. Никуда он у вас не денется. Далее. В принципе, если у вас есть желание, можно сюда еще добавить всевозможные крепления. Вот в старом рюкзаке у меня еще были крепления, ремни еще были здесь. Вот так вот ремни можно было еще вешать таким вот образом с боков. Любой элемент, любой какой-то материал, одеяло или полотенце, или все что угодно. Но я от него отказался, потому что, хотя в принципе можно было и оставить такие ремни, то есть увеличивает ширину самого рюкзака. Но если у вас достаточно большая компания, вы можете использовать таким вот образом. Крепить сюда и крепить сюда. Какие-то легкие вещи. Ну, тогда вы будете обвешаны как новогодняя елка. Я остался на рюкзаке, чтобы было только 2 горизонтальные подвески. Сюда и сюда. Далее. Также я обратил бы внимание, чтобы в рюкзаке были крепления для вертикальных каких-то элементов. Вот здесь они представлены такой петлей с ремнем, с двух сторон они есть. Есть еще и сзади. Сюда можно, предположим, повесить топор. Если вы переходите на какое-то небольшое расстояние, в руках не хотите нести, можно сюда что-то подвесить. Но я бы не стал вешать какие-то топоры или колющие предметы ближе к голове. Сюда можно вставить клин от палатки, какие-то рейки, ну, все что угодно, что очень длинное. Достаточно 60-80 сантиметров, вам не хочется нести в руках. Я видел ребят, фотографов, они вот в этих местах носят штативы. Очень хорошо, крупные штативы, они все хорошо вмещаются. Итак, подведу маленький итог. Очень коротко. При покупке рюкзака обращайте внимание на замки. Все замки должны открываться и закрываться. Все молнии должны открываться и закрываться. То есть дергайте, не стесняйтесь, вы покупатель, продавец пусть вам продает. Обращайте внимание на качество товара. Обращайте внимание на наличие разгрузки, то есть металлических пластин и ремней, за которые можно подтянуть ремни и подтянуть спину рюкзака к своей спине, приложить плотно. Проверяйте грудной ремень, чтобы он у вас присутствовал. И обязательно смотрите, какой объем рюкзака вы покупаете. Еще раз хочу сказать и повторюсь, что на 80 литров рюкзак является самым оптимальным и самым универсальным.
Зимой хватает его для одного человека с зимними вещами, летом для 2 человек. С условием, что палатку будете нести отдельно. Все, всем спасибо.